Привет, друзья! Меня зовут Владимир Исаев, и сегодня мы разберемся, в чем отличие между двумя основными типами звукоснимателей – синглом и хамбакером. Ну а заодно постараемся ответить на вопрос, какую гитару выбрать – с 3 синглами или с 2 синглами и хамбакером. Поехали! Нам приходит очень много вопросов, какую гитару выбрать, с 2 синглами и хамбом или с 3 синглами. Собственно, это и сподвигло нас записать этот ролик, и он, наверное, прежде всего предназначен для начинающих гитаристов. И в этом ролике постараюсь ответить, в чем отличие, какую музыку чаще всего играют на каких звукоснимателях, и, в принципе, какие есть подводные камни, как с этим лучше обращаться. Давайте попробуем. Когда-то давным-давно, в 1956 году, Лео Фендер придумал гитару Stratocaster, на которую он разместил 3 звукоснимателя, чтобы их было на один больше, чем на телекастере и на Les Paul, главном тогда конкуренте всех стратокастеров. И поскольку Лео Фендер такой прекрасный создатель, что сам никогда не играл особо на гитаре, он ни о каких других подводных камнях своего выбора не задумывался. Он просто подумал, 3 значит много, значит хорошо. Это был немножко другой Stratocaster, не такой, как сейчас, не такой, как все современные, включая Squier Bullet. 3 звукоснимателя были просто одинаковые, был 3-позиционный переключатель, который мог выбрать каждый в отдельности, не было никаких промежуточных положений и так далее. Это я все к чему? К тому, что исторически Stratocaster довольно быстро начали пытаться как-то модифицировать. Потому что синглы, открываю главную страшную тайну, синглы фонят. Синглы — это такой звук. Вот я сейчас его открою, и, наверное, мы сразу услышим. Я пока что на чистом звуке, но сразу поднимается такой легкий фон. Это вот ручку громкости я поднял. Поднимается такой легкий фон, а если я добавлю перегруз, то, разница довольно существенной становится, скажем так. И эта проблема в основном именно для тех, кто играет на большом гейне. И, соответственно, рокеры довольно быстро начали как-то пытаться там модифицировать Stratocaster, ставить на него другие звукосниматели. Благо, сама природа этого инструмента очень располагает к модификациям, потому что здесь все на болтах, все привинчивается, отвинчивается, и, собственно, поэтому такое огромное количество разных спецификаций на стратах мы вообще видим. Это такое маленькое предисловие, да? Почему их так много разных? Так вот, синглы, при том, что они фонят, они обладают крутой прозрачностью, той самой стеклянностью и звонкостью в тембре. Они не такие басовитые, не такие мощные, но зато очень артикулированные, что во всех жанрах легкой музыки, инди-рока, фанка, является, в общем, собственно, желаемым. Давайте послушаем. Я пока включу нековый звукосниматель и поиграю что-нибудь такое фанковое. Нековый звукосниматель — это звукосниматели ближе к грифу. Нек по-английски гриф. Грифовый звукосниматель звучит совсем как-то странно. Поехали дальше. И самая такая интересная позиция на страте, не самая интересная, самая популярная, ради которой страты обычно покупают, это позиция между 2 вот этими звукоснимателями, средним и нековым. Здесь происходит такая история. Смотрите, я открываю ручку громкости, гитара не фонит. Почему? Потому что эти 2 звукоснимателя подключены так называемую противофазу, из-за чего происходит вычитание средних частот, звук становится довольно пустым, он становится очень слабеньким, но при этом начинают появляться такие новые тембры, которые нам очень нравятся. Вот послушайте, да, самый такой известный риф в этой позиции, который есть на гитаре, это вот такой. Сравним, если я его сыграю просто на нековом звукоснимателе. Да, слышим? Надеюсь. Что сразу фон появляется. Итак.
Слышно, что это разный звук, немножко он отличается. И самое главное, нек более мощный, с большим выхлопом, условно, напор звука сильнее тупо в этих самых децибелах, измеряемо больший напор звука на нековом звукоснимателе. Средний звукосниматель на стратокастере, я плавно подвожу бриджу, вы не думайте. Средний звукосниматель — это звукосниматель, который реже всего все используют, хотя незаслуженно он, потому что звучит довольно интересно. Он... Сравним с неком. На мой взгляд, среднее положение несколько недооценено, и его надо, наверное, использовать немножко чаще. Оно такое неудобное, потому что даже просто в среднее положение звукоснимателя перевести на концерте не всегда удобно. Чаще всего большая часть гитаристов пользуется двумя крайними положениями, потому что вот ты на бриджевом звукоснимателе, вот ты на нековом звукоснимателе. Итак, самое такое главное и ключевое. Чаще всего на всех гитарах, на которых есть два сингла передних, а это такая общая черта для двух гитар, которые у нас тут представлены, в котором мы делаем сравнение, это так называемые звукосниматели для чистого звука. Чаще всего все играют на чистом звуке именно на вот этих вот двух звукоснимателях, а на бридже начинают перегружать. Почему? Опять же, очень легко можно проверить. Вы можете просто поиграть, попробовать вот здесь вот. И вот тут. И вы услышите, что разница огромная и прежде всего тембральная просто от того, где мы звукоизвлекаем. И, соответственно, если вы снимаете звук, то звукосниматель, находящийся у струнодержателя, у бриджа, поэтому он бриджевый, звукосниматель, находящийся у бриджа, снимает больше высоких частот, которые нам обычно нужны в перегрузе. Звукосниматель, находящийся у грифа, снимает больше низких частот, которые нам чаще кажутся красивыми на чистом звуке или, например, на таких тягучих, красивых, медленных соляках. Вот это вот тоже мы часто используем нековый звукосниматель. Но в целом, если мы говорим про бридж, бридж — это рифы на перегрузе, и давайте послушаем, как звучит сингл на рифах на перегрузе. Итак, как же звучит сингл на рифах? Да он хорошо звучит, в целом ты не придерешься, но фонит. И, конечно же, такой плотности и жира, как на хамбакере, не получается. Зато, опять же, если мы снизим уровень гейна, у меня до этого была включена крыса, сейчас будет включен тюб-скример, и вот с тюб-скримером на бридже у стратокастера с синглами появляется такая интересная тембристость, которую можно услышать у огромного количества блюзовых музыкантов, у инди-музыкантов и так далее. Например, часто на бриджевом звукоснимателе можно даже на стратокастере попытаться повторить такой тембр а-ля Би-Би Кинг. Если вы не знаете, Би-Би Кинг очень часто играл на бриджевом звукоснимателе, и у него были такой поворотничек с кучей отсечек. И вот он отсекал кучу катушек на своем бриджевом звукоснимателе на Гибсоне, и получался такой как бы сингл. А так можно сделать в теории, из хамбакера можно сделать сингл. Так вот. То есть в блюзе, в принципе-то, довольно часто используют бриджевый звукосниматель на стратокастере. А кроме блюза, конечно же, фанк, конечно же, Джон Фрусciante сразу вспоминается. Если вы посмотрите, у него на гитаре 3 сингла, и он на нем рубит тот самый риф из Can't Stop, всегда играется на бриджевом сингле, и на хамбакере это невозможно повторить. Мы сейчас это сравним. Собственно, давайте это и сравним.
И тут же прям вот беру стратокастер с хамбакером, тот же самый риф. Надеюсь, даже через YouTube и все невозможные понижающие качество звука, которые существуют, заметно, что хамбакер и сингл в бридже звучат прямо по-разному. Естественно, ничего не фонит. Ничего не фонит. Я что включаю громкость, что нет. Но сам звук, сам тембр очень сильно отличается. Сингл такой яркий и продирающий. Хамбакер в бридже звучит не то чтобы мутно. Естественно, я не могу назвать это словом мутно, но я могу назвать это словом жирно, насыщенно в плане низких частот, басовито и, наверное, уверенно. Это легко заметно, если я сыграю каких-нибудь тех же самых AC/DC. Хамбакер с перегрузом, конечно, работает гораздо более эффективно и гораздо более мясно. Но мы пока на какое-то время вернемся опять к 3 синглам. Итак, маленький еще момент по поводу бриджевого сингла. Бриджевый сингл вместе со средним звукоснимателем дает нам положение, которое очень-очень-очень часто используется в фанке на чистом звуке. Это такое положение, на котором чаще всего прописывают чос и всякие там Найл Роджерсы и прочие. Его ценят именно за пробивающий характер. При этом очень слышно медиатор, очень слышно вот это вот все скрябанье медиатора по струнам. Поэтому звук такой перкуссионный, но при этом понятно, что играется. В общем, в фанке очень часто играет... В фанке очень часто применяется именно это положение звукоснимателей, и если игра в фанка — это одна из ваших таких главных задач при покупке стратокастера, то, ну, конечно же, 3 сингла. Все, а давайте окончательно перейдем на гитару с хамбакером и посмотрим, какие там плюсы и минусы. Как я уже ранее сказал, стратокастер — это гитара, которую очень сложно не захотеть как-то модифицировать. Потому что, ну, здесь все легко снимается, все легко переставляется. Есть вообще всякие Ван Халены, которые из своих стратокастеров сделали бог пойми что. И, наверное, самая частая модификация стратокастера — это именно установка хамбакера в бридж. Хамбакер — это не звукосниматель, который часто сразу ставился на стратокастер. В принципе, вообще... довольно продолжительное время в истории гитаростроения хамбакера это была прерогатива Лес Полов и компании Gibson, а стратокастеры оставались со своими 3 синглами. Хотя бы потому, что расстояние между струнами у Гибсона и у стратокастера отличается, и страт немножко пошире, немножко больше расстояния между струнами на бридже, поэтому просто поставить с Гибсона звукосниматель на страт не получится. Там выходили специальные, если вы слышали такое слово, трембакеры. Трембакер — это не что-то такое особенное. Трембакер — это значит, что просто хамбакер пошире под гитару с тремоло, собственно, под стратокастер. Ну так вот, когда люди начали ставить уже и изобрели хамбакеры, это стало, ну, как бы очевидным решением. Почему? Как минимум, потому что раньше, чтобы получить перегруз из усилителя, нужна была гитара с очень громким выходом. А выход на хамбакере гораздо громче, чем у сингла. Поэтому перегруза получается с хамбакером больше. Отсюда, казалось бы, такой исторический ликбез ведет к чему? Если вы планируете играть на гитаре металл или все остальные тяжелые жанры, то, наверное,
вам будет удобнее с хамбакером. Это не значит, что на сингле нельзя играть какой-то суровый металл. Конечно, можно, и есть и не такие. Но, как правило, хамбакер — это все-таки гитара с хамбакером — это гитара для игры металла, и всякие рифы там, не знаю... Рифы, как правило, лучше звучат на хамбакере. При этом на гитаре HSS у вас остается тот самый красивейший, нежный... Красивый чистый звук на нековом звукоснимателе, все такой же странный и необычный средний. Но добавляется хамбакер, который, если вот так вот переключать 3 звукоснимателя подряд, очень заметно, что хамбакер обладает кардинально другим звуком. И он обладает не только кардинально другим звуком, он обладает кардинально другими еще и техническими характеристиками, что несколько отражается на внутренней компоновке гитар. Как правило, подобрать по громкости выходы между синглами и хамбакерами довольно сложно. Отсюда вы увидите подобранный сет так называемых звукоснимателей HSS, если вы задумаетесь о покупке нового сета звукоснимателей на вашу гитару. Это значит, что обычно хамбакеры гораздо громче. И можно, конечно же, балансировать громкость звукоснимателей высотой, скажем, тем, как далеко звукосниматели от струн, а чем дальше они от струн, тем они тише. Но если вы совсем низко поставите бриджевый хамбакер, то он начнет бубнить, а если вы слишком высоко поставите нековый сингл, то он начнет быть слишком звонким, и играть на нем станет неприятно. Кроме всяких побочных проблем со строем, потому что если вы магнит слишком близко пододвинете к металлической струне, то сюрприз, этот магнит начнет влиять на то, как колеблется струна. Так вот, подборка звукоснимателей хамбакеров к синглу — это довольно сложная задача. Кроме того, есть еще один маленький подводный камень, про который не все знают. Потенциометр громкости, который на страте 1, должен быть разного наименования для сингла и для хамбакера. Для хамбакера это техничный момент, он должен быть 500 Ом, для сингла он должен быть 250. К чему ведет? Если вы поставите 500, то синглы будут слишком яркие. Если вы поставите 250, то хамбакер будет слишком тусклый. Опять же, всегда выбор стоит за вами. Всякие бутиковые бренды на гитарах за $2500 решают эти вопросы путем какой-то немыслимой инженерии и какого-то программирования магнитов, про которые сейчас все трындят. Но обычные гитары с обычными звукоснимателями, с обычными потенциометрами, есть такой компромиссик, о котором надо просто помнить, что, возможно, у вас не будут так же шикарно звучать синглы, как на гитаре, на которой стоят только синглы, и не будет так же звучать хамбакер, как на гитаре, на которой стоят только хамбакеры. Вот такой маленький подводный момент. Однако, конечно же, HSS куда более универсальная комбинация, потому что есть и нежность сингла в неке, и жесткость бриджевого хамбакера. Ну а давайте теперь посмотрим, что еще вообще делают со стратокастерами. Итак, друзья, как видите, у меня в руках Squier Affinity с 2 хамбакерами. И с одной стороны, вау, 2 хамбакера, но вообще все проблемы решены. Все сбалансировано и так далее. С другой стороны, это больше не стратокастер. От стратокастера здесь только внешний вид. И если вам нравится внешний вид стратокастера, как и мне, например, то, это классно. Можно играть весь ракешник, можно прям сначала жахнуть на бриджевом. А потом не испытывать проблем с фоном и на нековом звукоснимателе тоже. С точки зрения рассекания всяких рок-металлов,
такая комбинация, конечно, самая выигрышная с точки зрения, если вы хотите чего-то универсального и поиграть и в фанк, и какой-нибудь, не знаю, инди-музыку, что-нибудь на чистом звуке с кучей дилеев, и вы хотите, чтобы эти дилеи читались. Наверное, два хамбакера не ваш вариант. Я надеюсь, все было понятно. Я надеюсь, что вопросов никаких не осталось. Но если, друзья, у вас остались какие-то вопросы по поводу хамбакеров и синглов на Стратокастере в частности, пишите нам в комментарии внизу под этим видео. Я с удовольствием на все вопросы отвечу. А пока подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну и, конечно же, поставьте лайк этому ролику. До новых встреч! А, вы все сами знаете. Я тоже ждал. Подскажи после отдельно. Ну, вы сами все знаете. О, все. И такой звук, это как бы... Я буду играть, наверное, на гитаре. Идет система подключения звука. Инициализированная. Окей.